Всем привет! Это смачный замес, и сегодня мы будем с вами готовить нашумевший рецепт. Это камамбер с черри в духовке. Это будет такая немножко экспериментальная рубрика. Я ни разу это не готовил, поэтому мы будем прямо здесь, прямо с вами сейчас это пробовать готовить. Посмотрим, что из этого получится, вкусно или это невкусно, я скажу в конце. А если немножко углубляться в матчасть, вообще откуда пошел этот рецепт, потому что это не классический рецепт, это важно понимать. Скорее всего, прародителем этой штуки является фондю. Что такое фондю? Фондю — это очень похожий рецепт, когда у тебя на такой газовой горелочке есть емкость, в которой у тебя плавится сыр вместе с вином. Это должно получиться все очень вкусно. Берете хлебушек, багет поджаренный и его макаете в этот сыр. Если этот видос наберет 20 лайков, и я приготовлю фондю. Вот, я думаю, что хорош болтать, пора начинать готовить. Что у нас по продуктам? В общем, пишите комментарии, было ли это кринжово. Что у нас здесь? Камамбер, чеснок, помидорки черри, багет и веточки розмарина. Плюс мы это еще все польем оливковым маслом. Поехали. Возьмем форму для запекания. Взяли форму, берем камамбер. Надо типа сделать надрезики в нем, куда мы будем вставлять чеснок. Делаем такие надрезы а-ля решетка, чтобы мы вставили чесночины, которые должны отдавать свой вкус сыру. Теперь нам нужен чеснок. Ой, дорогие зрители, автор Ну что поделать, сейчас ножичек помою. Порезал себе палец, пока открывал чесночины. Но вы скажете, что, конечно же, мозгов у него было до хрена так открывать чеснок. Но факт остается фактом. Мы берем чеснок. Я думаю, что нам одной большой штуки хватит. Очистили чеснок и, как на видосах, его нарезаем слайсами. И запихиваем его в камамбер. Чеснок я, конечно, не очень люблю в большом количестве. Моем помидорки черри. И, собственно говоря, мы их сейчас порежем. И выкладываем их в эту форму. Вот что я забыл сделать. Я забыл, что нужна бумага. Вот видите, друзья, я сегодня все забываю, потому что у меня нет моей жены рядом. Она мне ничего не подсказывает. Все, мы это все упаковали. Вот так вот мы это все обновили. Лежит это все в бумажечке. Сейчас будем складывать багет. Нарежем его по диагонали для красоты. Сразу скажу, я рекомендую, когда вы видите такой рецепт в интернете, да, даже смотря мой рецепт, я вам сейчас скажу, да, что я закину это все на 15 минут. Я рекомендую посматривать туда все-таки. Если у вас начнет подгорать багет, лучше вытащить его, потому что сыр у вас, скорее всего, расплавится за такое короткое время. Вкладываем багет. И вот так вот по кругу они выкладывают этот багет. Большинство по кругу. У нас будет по квадрату. Выложили багет, получилось довольно-таки красиво. Так, что я возьму сюда по травам? Возьмем базилик, орегано. То все посыпаем. Орегано засыпали, плюс немножко базилика. Ну и плюс в конце это все поливается оливочным маслом. Оливочным. И отправляем в духовку, как я сказал, на 180 градусов на 15 минут. Увидимся через 15 минут. Дорогие друзья, автор ролика баран. Короче, я забыл его купить. Бегал в магазин, купил его. И когда он лежал на столе, я забыл его и положить. Ну ничего страшного, я его сейчас докину. Я только закинул в духовку это все дело. Сейчас я его докину. Честно скажу, пахнет вкусно. Я все время поглядываю, как я и говорил, чтобы у меня не подгорел хлеб, потому что горелый хлеб, наверное, тут испортит все. С сыром вряд ли что-то станет, если вы там 15-20 минут, не так уж важно. Ну вот, с помидорками тоже ничего особо не случится за это время. А вот хлеб, это важно. Это важно. Ждем, пару минут буквально осталось. У нас сработал таймер. Достаем. Так, ну, собственно говоря, у нас эта бодяга приготовилась. Давайте пробовать. Я отбрасываю нахрен этот розмарин, потому что он все отдал. Так. Это жутко пахнет чесноком. Берут, типа, сделать а-ля брускетта. Я, честно говоря, не могу это распробовать. Слушайте, ну это вообще
сносно. Ладно, я буду просто честен, это не самое вкусное, что я ел в своей жизни. Короче, это нормально. Как все говорят, что это как закуска для вина, я думаю, что это прям идеально. Единственное, что мне прям бросается в глаза, это гигантское количество хлеба на такой маленький кусок сыра. По сути, это моя единственная претензия. А по поводу смачного замеса, ну, давайте так, это 7 смачных замесов из 10. Есть можно. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам было прикольно в таком формате это смотреть, пишите об этом. Всем пока. И он, естественно, он забыл купить вообще розмарин для этого всего дела. И он лежал на столе, и он забыл его добавить прямо в готовое уже... Ой, что я говорю? Короче, я забыл его купить, бежал за ним, покупал, и он лежа на столе, забылся положиться прямо тут. Что я говорю? Почему меня здесь держат? Почему я должен есть это говно? Почему меня заставляют это все снимать? Где моя зарплата?